10 неожиданных вопросов на эрудицию и общие знания. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов, и можете считать себя самым эрудированным. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. В каком виде спорта вручают Кубок Стэнли? Кубок Стэнли – хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги. Изначально кубок носил название «Хоккейный кубок вызова». Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием. На кубке гравируются имена его обладателей. В 1991 году, когда на обручах кубка не осталось места для имен, их сняли и поместили в зал славы, заменив на чистые. Все старые ленты находятся в зале, кроме одной. В нем отсутствует лента с именами игроков Бостона сезона 1928-1929. Для представителей какой профессии были изготовлены самые первые шариковые ручки? Шариковая ручка – разновидность ручки, авторучки, при письме которой чернила переносятся из резервуара на бумагу вращающимся шариком. Первые шариковые ручки производились по заказу Королевских военно-воздушных сил Великобритании, поскольку обычные перьевые авторучки протекали в самолетах от снижения атмосферного давления при наборе высоты. Какие две страны соединяет туннель Фрежус? Мон-Синийский тоннель, он же тоннель Фрежус, первый железнодорожный тоннель через Альпы, соединивший Италию и Францию. Проходит под горным массивом Мон-Синис, недалеко от перевала Фрежус. С итальянской стороны у входа в тоннель находится город Бордоньокия, с французской – коммуна Мадан. Длина тоннеля – 13 километров. Зачем на колпачке шариковой ручки иногда делается отверстие? Впервые такой колпачок был представлен компанией BIC в 1991 году. Оказалось, что новый колпачок смог спасти жизнь детям и взрослым. Пока тот находится на ручке, его по вредной привычке любят грызть и кусать. Случается так, что колпачок по случайности попадает в дыхательную трахею, и именно отверстие в нем позволяет проходить достаточному количеству воздуха до оказания скорой медицинской помощи. Что могут делать заключенные в Бразилии, чтобы сократить срок наказания? Власти Бразилии предлагают заключенным в тюрьмах необычный, но довольно простой способ уменьшить свой срок – читать книги. Программа под названием «Искупление через чтение» действует в 4 федеральных тюрьмах Бразилии, в которых заключенные имеют возможность прочитать до 12 научных, философских и литературных книг в год, и тем самым сократить свой срок на 48 дней. На чтение каждой книги заключенным выделяется до 4 недель, после чего они должны написать по ней правильно оформленное и грамотное сочинение. От чего страдаете, если у вас поленос? Поленос или сезонный аллергический риноконъюнктивит – сезонное заболевание, встречающееся у людей любого возраста с преимущественным поражением глаз и слизистой носа, причиной которого аллергическая реакция на пыльцу растений. Какая награда вручается в Париже модельеру, создавшему самую оригинальную коллекцию от кутюр? Золотой наперсток – это награда, которая вручается в Париже за самую оригинальную и элегантную коллекцию сезона. Показы от кутюр в Париже проходят 2 раза в год на неделе высокой моды,
где демонстрируются коллекции одежды сезонов весна-лето или осень-зима. Вот тогда-то победителю и вручается золотой наперсток. Лучшего кутюрье тайным голосованием выбирает международное жюри, состоящее из 30 журналистов, пишущих для журналов мод. Первое вручение золотого наперстка состоялось в 1976 году. По приблизительным подсчетам золотых наперстков не так уж и много, около 67 штук. В какой стране изобрели блюдо ризотто? Ризотто – блюдо итальянской кухни из риса с мягким сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нем встречается только в XIX веке. Для ризотто используется круглый богатый крахмалом рис. В зависимости от обычаев региона рис предварительно обжаривают на оливковом либо сливочном масле, либо на курином жире. После в рис постепенно доливают кипящий бульон либо обычную и тушат при постоянном помешивании. Следующую порцию жидкости добавляют только тогда, когда зернышки риса впитали в себя предыдущую порцию. В конце приготовления добавляют желаемый наполнитель – мясо, морепродукты, грибы, овощи или сухофрукты. Вариантов ризотто множество, блюдо не имеет точного состава компонентов и соотношения продуктов. Где находилась тюрьма Алькатрас? Алькатрас – бывшая федеральная тюрьма строгого режима на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Главное здание тюрьмы было построено в 1910-1912 годах как военная тюрьма армии США. В августе 1934 года остров стал тюрьмой Федерального бюро тюрем после модернизации зданий и повышения уровня безопасности. Учитывая такой высокий уровень безопасности, расположение острова в холодных водах и сильное течение залива Сан-Франциско, тюремные работники считали Алькатрас самой надежной тюрьмой Америки, защищенной от побега. Сегодня Алькатрас – это общественный музей и одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей. Бывшая тюрьма, которая сейчас находится в ведении службы национальных парков США, восстанавливается и обслуживается. Чего боится человек, у которого обнаружена аутофобия? Аутофобия – патологическая боязнь одиночества. Проявление – внутреннее беспокойство, духовная пустота, скука, неумиротворенность. Обычно такое чувство возникает, когда человек находится один и всегда пытается себя чем-то занять, но часто бесполезно. В психотерапии объясняется отсутствием эмоциональной и физической связи с родителями. Есть ли интересные факты, о которых вы узнали из этого теста? Ваш ответ пишите в комментарии, будем рады обратной связи. До новых встреч!